Надо добраться до туда, где вот эти сосны. Аккуратно. Тыкать его нельзя, иначе он может порваться. Ну точно. Оп. И дна я не коснулся. Он держит. Это фактически не заросшая трясина. Либо никогда так не делайте. Приветствую. Хотя сейчас на улице зима и температура где-то минус 20, мне хочется вспомнить один из моих осенних походов на болото. Я люблю походы на болото, потому что они непредсказуемы, никогда не знаешь, что тебя ждет впереди, поскольку на болоте нет прямых путей. Так было и в этот раз. В конце своего похода я набрел на Сфагново-Очеретниковую топь, и единственный путь для того, чтобы выйти из нее и попасть на грядовый комплекс, лежал через небольшой островок, который находился посреди болотных озерков, которые называются Окна. Окна образуются при разрыве трясины. Однако топи — это не самое страшное, что меня ждало. Впереди простирался торфяной мостик. Еще одна топь на Стасином рукаве встретилась мне на обратном пути. Даже с окнами. Вон они. Целых 5 штук. Даже больше. Там еще вдали. Надо добраться до туда, где вот эти сосны. Оттуда можно будет безопасно уйти в сторону. Большое окно. Метров, наверное, 5 длиной. Это поменьше, 2 метра в диаметре. Так, здесь зыбун торфяной. Аккуратно. Тыкать его нельзя, иначе он может порваться. Идти нужно медленно. Наверное, как говорится, под ногами он проминается. Здесь очень опасно находиться.
Вот где он порван, там и окна. Меня можно обоснованно упрекнуть в том, что я сказал, что нельзя тестировать мостик, а сам это сделал. Однако замечу, что здесь есть важный момент, поскольку если при выходе со сфагнового ковра не протестировать такой мостик, то можно не понять, вообще пригоден ли он для передвижения. Поэтому я так и сделал. А затем уже, двигаясь по заросшему торфу, я перемещался без тестирования шестом грунта. Посмотрим на глубину. Наверное, точно больше 1,5 метров, а то и 2 метра будет, наверное. Но это я уже не смогу понять. Ну точно. Вязнет, насколько втыкаешь. Не верите? Вот вам еще один тест прорвы. Немного в другом месте. Кстати, бугор, который виден на переднем плане, это место выхода фосфина, одного из болотных газов, который ответственен за появление блуждающих болотных огней. Оп! И дна я не коснулся. Прорвы образуются, когда торф всплывает из глубин торфяной залежи под действием выделяющегося метана. Он как бы прорывает сфагновый ковер и оказывается на поверхности. Изначально он раскисший и разжиженный, и передвигаться по нему невозможно и смертельно опасно. Но впоследствии он высыхает, твердеет и постепенно зарастает различными болотными растениями, в частности очеретником. Собственно, надо выбираться отсюда. И выбираться действительно нужно, потому что планов на ночевку среди топи у меня не было. Однако мой выход на безопасный участок, относительно безопасный, отделяло несколько прорв и сфагновых топий. Он держит. Другое дело, что здесь правило поведения обратное. Чем аккуратнее идешь, тем лучше. А вот на мху, наоборот, надо проверять. Здесь мох более-менее стабильный. Далее еще один торфяной зыбун. Не заросшая трясина, либо слабо заросшая. Ну вот как тот, это уже чернулся фактически. Войти никак. Придется идти напрямик. Никогда так не делайте. И вот, наконец, впереди я вижу выход на безопасные участки, но от него меня отделяет несколько сфагновых топий. Самое время собрать всю волю в кулак для последнего рывка. Вперед! Аккуратненько, аккуратненько. Сейчас выйдем.
бредово-массажный комплекс. Там все будет намного проще, чем здесь. Что-то еще надо найти. Я вышел из топи, а значит сейчас все будет капельку проще, но бдительность надо сохранять все равно. Ну и напоследок мне остается только пройти через лес из сосен формы Литвинова, но я вам скажу, это одно удовольствие после сфагновых топий и тем более проров. Судите сами. Многие спросят меня, так зачем ты туда ходишь, если там так опасно? Я вам скажу, что только побывав в таких местах, вы поймете, что просто ходить по ровной и твердой земле – это такое счастье, а радоваться простым вещам – в этом-то и есть секрет того, чтобы прожить счастливую жизнь. Но это что касается философской части. Она тут тоже играет свою роль. А вообще мне нравится природа. Нетронутая природа прекрасна. Наблюдать ее пейзажи – это бесценно. Как вам вот этот, например, пейзаж? Красиво, не так ли? Вот ради таких пейзажей я и хожу. А также на болотах очень много редких и прекрасных растений. Например, встречаются орхидеи. Даже у нас в России такие дела.
Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, переходите в описание со ссылками на плейлисты и мои аккаунты в социальных сетях. Ну а это был VIP Hiker, цикл походов на болото Swamp Runner. Меня зовут Виктор Иванов. До скорых встреч!